Всем привет! С вами Дип. Как-то раз я сидел дома, скучал и вдруг вспомнил, как я в детстве мечтал о танке на пульте управления. Но мама мне почему-то его не покупала. Мам, купи мне машинку на пульте управления. Сынок, а ты какую оценку в школе получил? 5 двоек. Молодец, сыночек. Полетели в магазин. Пойдем. И тут я подумал, а может быть мне сейчас исполнить свою детскую мечту и из подручных материалов смастерить танк? Недолго думая, я принялся искать детали для будущего танка. Я нашел пульт от телека, потом взял сам телек и завалявшуюся в шкафу старую камеру. Спустя пару часов я все разобрал и взял нужные мне детали. Также у меня дома совершенно случайно оказалось 40 бутылок с водой. От бутылок мне нужны были только пробки, но без пробок вода в бутылках протухнет, поэтому всю воду я решил выпить. Не пропадать же добру, правильно? Это была очень сложная работа, но я с ней справился на отлично, всего за неделю. О, еще надо 40 бутылок выпить. Ну ладно, завтра выпью. О. Кстати, мне очень повезло. Я совершенно случайно заметил, что на полке у меня завалялось пару листов картона. Когда все комплектующие найдены, можно приступать к сборке. Из картона мы вырезаем вот такую фигуру. Умело ее сгибаем и в нужных местах склеиваем термоклеем. Получается корпус танка. Далее берем моторчик и вот такую кнопку. С помощью проводов соединяем это все с батарейкой, как показано на схеме. Да, все верно, танк будет управляться не совсем дистанционно, а с помощью длинных проводов. Соглашусь, это не то, о чем я мечтал в детстве, но все же круто. Итак, далее два моторчика вклеиваем в корпус танка. С помощью нескольких листов картона укрепляем борта. Теперь в центре каждой пробки делаем отверстие и попарно склеиваем пробки между собой. После через пробки продеваем шпажку, закрепляем ее кусочком картона и клеем. У нас получились катки для нашего танка, которые мы собственно вклеиваем в корпус танка, как показано на видео. Катки готовы, пора приступать к созданию гусениц. Их я решил нарезать из обыкновенного коврика для ванной. Согласитесь, структура коврика очень похожа на настоящую танковую гусеницу. Итак, натягиваем гусеницы на катки и корпус танка готов. Ребят, наверное, многие из вас задаются вопросом, почему уже несколько недель на канале не выходят новые видео? Ответ простой. Одним прекрасным днем я скачал приложение Взахлеб, и оно меня нереально сильно затянуло. Взахлеб — это сотни захватывающих историй в формате переписки. Ты открываешь историю и сразу же попадаешь в переписку героев. С первых минут погружаешься в сюжет и потом не можешь оторваться от чтения. А еще истории можно не только читать, но и слушать, и это нереально круто. Любимые персонажи обретают голоса и общаются между собой так, как делали бы это в реальной жизни. Накал страстей, эмоций, ужас от происходящего. Все будто происходит на самом деле. Да сами послушайте. Или мы играем в игру? В прятки, да? Алина? Откуда вы знаете, как меня зовут? Новые истории в приложении выходят каждый день. Скачивайте, читайте и слушайте взахлеб. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Как я уже говорил, кнопку управления каждым из моторчиков я сделал на длинном проводе.
Теперь мы практически дистанционно можем управлять гусеницами, запуская их одновременно, либо по очереди. Таким образом, наш танк может ехать как прямо, так и поворачивать. Ну что же, приступаем к созданию орудия. Для этого берем шаровый кран и приклеиваем к нему две пробки. Одна с большим отверстием, другая с маленьким. В пробку с маленьким отверстием вклеиваем трубочку. Теперь нам понадобится мини-электронасос. С помощью силиконовой трубки мы соединяем его с бутылкой. Ну а на бутылку накручиваем конструкцию с шаровым краном. Получается пневмопушка. Насос накачивает бутылку воздухом. Создается давление. Ну а чтобы произвести выстрел, мы открываем кран. Итак, теперь делаем башню. Ее будет вращать еще один моторчик, который мы вклеиваем в корпус. К валу моторчика мы приклеиваем круглую платформу. А к этой платформе приклеиваем нашу пушку. Открывать краник мы будем тоже с помощью моторчика. Вал моторчика и ручку краника соединяем веревкой. Супер! Все работает! Теперь мы берем две батарейки и каждую из батареек соединяем по стандартной схеме с моторчиком. Провода для выключателя также удлиняем. Добавим танку немного внешнего вида. Итак, у нас получается танк и куча длинных проводов. Каждый из проводов мы соединяем с выключателями. Чтобы привести все в порядок, обматываем провода изолентой. Итак, теперь из картона делаем пульт управления, в который помещаем все наши кнопочки. Снаряды для танка я сделал из пенополистирола и маленьких гвоздиков. Танк готов. Давайте проверим, все ли работает. Башня крутится. Воздух накачивается. И краник открывается. Теперь можно наконец-то пострелять. Но сейчас давайте посмотрим, как поведет себя танк на пересеченной местности. Результатом я доволен. Танк может проехать практически везде. Ну, или почти везде. It's all about humanity. Наконец-то исполнилась мечта детства. Я счастлив.
На этом все. Если видео понравилось, не пожалей лайка. Всем пока. Застряли.